Всем привет! Тема сегодняшнего видео — пасынки. Что такое пасынок? Это то же самое, что и детка, только он без корней и развивается сбоку в пазухах листвы. Вот такая у меня для примера фиалка. Она вся обросла пасынками. Вот это вот самый крупный пасынок. Сейчас мы будем его убирать. Если вовремя пасынки не убрать, то они искривляют розетку, приподнимают листву. Как видите, на моем примере розетка стала вот такой однобокой. Также пасынки тянут лишнюю силу с фиалки, поэтому если у вас не стоит цель размножить ими сорт, то их нужно обязательно вовремя убирать. Если сорт мне не дорог, я удаляю их сразу же. Если мне надо укоренить пасынки, и я хочу размножить ими сорт, тогда я даю им немного подрасти, сформироваться, примерно вот до такого размера, как детка. Корней нет у них, но они легко нарастают по принципу так же, как мы укореняем лист. Также укореняется пасынок. Теперь, что касается самого отделения. Чем же лучше всего убирать пасынок? Кто-то использует для этого зубочистку, кто-то берет вот такие вот инструменты, это с маникюрного набора. Но мне, например, нравится пользоваться обычной ручкой. Удобно ей тем, что сам стержень, он не острый и не повредит шейку. Ну, давно я уже им как-то снимаю пасынки ручкой, и очень удобно. Просто заводим ручку под основание пасынка и вот такими вот прокручивающими движениями, как бы в стороны, расшатываем его, мы начинаем снимать. Сейчас постараюсь показать поближе на примере вот этого пасынка. Вот так. Начинаем как бы раскручивать, расшатывать его. Со всех сторон. Очень неудобно на камеру снимать, так как плохо видно. Так. И немножко расшатываем и как бы приподнимаем вверх. Так. Вот так мы отделили пасынок. Смотрите, здесь еще идет очень много пасынков, еще несколько штук можно отделить. Вот этот самый большой. Так, немножко здесь повредилась листва, ничего страшного, это самые нижние листики. Мы их даже уберем, они нам не нужны. Можно посадить его в стаканчик и поставить в тепличку. Я буду сажать его сразу на фитильный полив. Убираю ненужные мне нижние листики. Тем самым образуется вот такой вот стволик, который мы заглубим и который пустит нам корни.
Вот так. Мы его сформировали. Далее берем стаканчик. Уже продет у меня фитилек. Субстрат у меня торф с пенопластовыми шариками. И теперь просто по центру вставляем наш пасынок. Вот таким образом. В принципе, он уже вот устойчиво, смотрите, стоит, не шатается. И сразу ставлю его на фитильный полив. Наливаю воду. И вот так он будет укореняться. Обязательно не забываем подписывать сорт. Где-то у меня здесь есть уже подписанная бирка. Сейчас, одну секундочку. Обязательно подписываем. У меня это сорт «Ночная роса». Такой вот пестролистный, красивый. Если нет бирки с названием сорта, значит нет и сорта, чтобы потом не думать и не вспоминать, что же это был за сорт. И теперь скажу несколько слов, из-за чего же вообще образуются пасынки. Ну, во-первых, есть сорта, предрасположенные к пасынкованию. Также бывает после пересадки нарастают пасынки, так как в свежем грунте есть питательные вещества, есть азот, и получается, что фиалка обрастает листвой и пасынками. Также влияет перекорм удобрениями. При поражении вредителями фиалка также стремится не погибнуть и нарастить пасынки, оставить после себя потомство. Вот такие вот основные моменты, из-за чего фиалка может обрастать пасынками. Так, что еще хотела сказать. Когда сажаешь пасынки, так как он без корней, он может сидеть неустойчиво. Но вот в моем случае он сидит хорошо. Но если у вас пасынок заваливается на одну сторону, шатается, вы можете взять обычную зубочистку, несколько штук, вот здесь вставить их и тем самым зафиксировать пасынок. Либо взять скрепку. Вот, и пока не начнет нарастать корневая, пасынок уже будет с корнями и закрепится в грунте, и будет сидеть устойчиво. Вот такие, друзья, основные моменты. Ну, дальше я уже сама, наверное, здесь отделю остальные пасынки, тоже рассажу их. Видите, какая розетка, такая вот кракозябра. Из-за того, что обросла пасынками, но сорт этот мне очень нравится, ценный для меня сорт, поэтому я дала этим пасынкам подрасти, и теперь буду их укоренять. На этом, друзья, буду заканчивать это видео. Если остались вопросы, приглашаю вас в комментарии, и до новых встреч. Всем пока! Друзья, смотрите, в итоге я сняла еще 3 пасынка с фиалки. Вот такой вот пасынок, вот такой побольше, тоже крупный, ну и такой вот третий маленький, но я его не буду оставлять, достаточно и вот этим мне укоренить. Как видите, очень удобно снимать обычной ручкой пасынки. Во-первых, не травмируется сама шейка, стволик у фиалки. И, во-вторых, пасынки не разваливаются. Они вот остаются такими целыми. На этом точно уже заканчиваем свое видео. Всем пока-пока.